Всем привет! С вами Федор, вы на канале Tracker in Scandinavia. И кто мог уже догадаться по названию видео, что что-то пошло не так, и у меня последний рейс на этой фирме по Скандинавии. Да, я увольняюсь. Кто-то спросит, как так, ты ж недавно только приехал, и тут уже увольняешься. Да, ситуация произошла такая, так сказать, я разошелся во мнении с руководством. Итак, давайте с вами обо всем по порядку, то есть у нас есть для работы по Скандинавии в этой фирме трехосный тягач. В принципе, по работе на Скандинавии должны быть трехосные тягачи. Никакие не двухосные даже не должны быть ни разу. И вот в чем у нас суть. У нас есть ведущая ось, есть у нас ленивец. Ленивец должен максимально разгружать свой вес и передавать его на ведущую ось. То есть вообще в нормальных компаниях, которые хоть как-то относятся более-менее к своей работе по Скандинавии, то есть ленивцы поднимаются. Это все перепрошивается, все делается. На всех моделях автомобилей это все можно сделать. Что же здесь происходит? В конкретной моей модели, в партии этих машин, здесь ленивец не поднимается даже уже принудительно с 10 тоннами. То есть, да, а мы перевозим вес в 30 тонн. Я постараюсь поменьше вам лить воду. То есть, я проехал с разными весами, посмотрел, как работает машина, меня это не устроило. Я написал письмо, оно появится сейчас у вас на экране. Кто хочет почитать, поставьте на паузу, почитайте. Суть такая, я написал, что мне не нравится, что здесь не поднимается ленивец даже с маленьким весом, и он не разгружается на скорости вообще. То есть то же самое с большими весами, со средними весами. Да, на маленьком весе, когда ты везешь там 4 тонны, там это, конечно же, все работает. Вот. Но такие веса мы возим редко. Поэтому я написал, что мне это не нравится. Я предложил 3 варианта. То есть, либо вы гоните в сервис, делаете как должно быть, либо меняете мне машину, либо я поехал домой. То есть, и мне главный механик написал, ты едешь домой. После этого я созвонился, не созвонился, он мне сам позвонил, то есть я даже, честно, не знаю, в какой он должности, в общем, но он решает вот такие вот все проблемы. Замена с рейса, там, приехать в рейс. Мы с ним начали общаться, я ему объяснил все то же самое, то есть, ну и я ему рассказал, что я не собираюсь работать на таком тягаче, то есть, и в моем тексте было четко сказано, что в Норвегию я больше не поеду на этих машинах, ну и все. Мы пришли, то есть, к выводу, что меня меняют, и я увольняюсь. Вот, ну и все хорошо, значит. Я вкратце расскажу, что зачем, чтобы поднимался и разгружался ленивец. Это все для того, чтобы успешно зимой проходить подъемы. То есть мы идем на подъем, снег, лед, неважно. Нам нужно максимально разгрузить ленивец и передать весь вес на ведущую ось. То есть, если поднимается ленивец, мы тянем 30, там, например, тонн, ладно, пускай не 30, 25 там, тонн, мы перегружаем его сюда, и у нас здесь получается 18 тонн будет давить на ведущую ось, и мы будем хорошо подниматься, если никаких не будет проблем. Ну, в общем, сейчас не об этом. Я, в общем, предъявил такие претензии. Затем я высказался про свет, которого здесь нету. То есть фары стоят вроде бы большие, все красивые, да, но они не светят. Они просто не светят. Я вам также сейчас вставлю видео, как я снимал ночью. Итак, демонстрация ближнего света на Рено. Как видите, ужасно, просто. И это я притом еду на противотуманке. Сейчас я выключу противотуманку. Еще круче стало, просто вообще шикарно. Можно просто бросить руль вообще и пускай едет куда хочет, да? Ладно, вернем противотуманки. Задняя противотуманка у меня включена, потому что сзади едет уже на протяжении 30 километров какой-то петух. И он меня просто достал, и я включил заднюю противотуманку. Возможности обогнать была куча, я сам моргал, пытался уступить, но он висит у меня на хвосте. Вот, теперь я включу дальний свет. Внимание! Ну, почти ничего не поменялось. И выключу противотуманки. Включил противотуманки. Ну вот, короче. Такой вот козырный свет на Рено. Забыл еще сказать, это сейчас у меня относительно сухой асфальт. Если же сейчас пошел бы дождь, или он будет там мокрый по каким-то причинам любым, то видимость вообще становится просто ноль. Вот вы посмотрели, какой козырный свет на этих машинах. Значит,
В работе по Скандинавии все самые убогие фирмы устанавливают дополнительное освещение. То есть для чего оно предназначено? Не для красоты, а для того, чтобы у вас был лучший обзор в дорогах. Вот. Тем более, когда снег, дождь, или вы едете по узкой дороге лесной, горной, у вас должно быть максимальное освещение по бокам, по всем, потому что очень много диких зверей и очень крупных зверей. Вот, и ты должен их заранее видеть. Для этого нужно дополнительное освещение на Скандинавии. Даже почти, чем севернее берем, шведы, норвеги, финны, у всех на легковых машинах стоит дополнительное освещение. Вот про это я тоже высказался. Ну, в общем, что еще тут можно добавить? Сейчас я буду искать другую фирму. И о всех уже дальнейших передвижениях я буду сообщать, буду транслировать это, показывать, что я делаю, куда я, зачем обращаюсь и так далее. То есть сейчас первая задача, я приеду на базу. Да, кстати, сегодня у меня уже 31 января, а уплыть я должен был еще в начале в четверг, потом в пятницу, потом перенесли на субботу. А потом в итоге отменили все паромы, потому что был здесь шторм, название я его забыл, но очень сильнющий, ураганище, ветрище, тут дул, просто сдувало все. Вот. Кому интересно, можете новости какие-то посмотреть. Я думаю, где-то новости какие-то вам и попадались. Из-за этого были отменены паромы. Вот поэтому я до сих пор стою и жду. Я уже отстоял 66 часов. И сегодня вечером, в понедельник, у меня паром на Клайпеду. Завтра приезжаю в Клайпеду, сдаю машину, сдаю, так сказать, все дела, одежду, которую мне выдавали. Увольняюсь и еду домой. Вот. И, соответственно, я позже вам расскажу, как меня рассчитали. Все хорошо было или что-то начали выдумывать, то есть, потому что это нормальная практика в компаниях Литвы. Вот, ну и давайте немножко еще про Рено. Я покажу вам, как она не предназначена для работы вообще, в принципе. И сразу начну с основного минуса. Это вот спальное место. То есть, в машине этой 350 тысяч, здесь уже матраса нету. Как вы видите, вот он весь продавлен. Здесь, в принципе, стоят самые убогие пружины, самый убогий какой-то поролон. Здесь вот огромная просто щель. Здесь вот просто петли торчат. То есть вы бьетесь ногой об эти петли. Ну и с обратной стороны, то есть у нас то же самое происходит. Я сажусь и все, я жопой сижу просто ни на чем. То есть там, ну, уже на пластмассе, короче. Ну, то есть комфорта здесь нету никакого. Потом, мало того, что здесь, я же вот показал эти щели все, да, отсюда дует просто ветер, да. То есть, когда сильный мороз и ветер, здесь просто все свищет, дует со всех щелей. И это нужно чем-то затыкать и запихивать, потому что это продует все, что только возможно. Второй здесь ярус, он не предназначен для спать, он предназначен, чтобы туда просто слаживать сумки, что я, собственно, вообще и делаю. Следующий минус. Это, ребята, рулевое колесо. Так, у меня тут компьютер, фильм смотрел. Для меня это самый неудобный руль, который я... Ну, ладно, мы не будем с вами говорить про там КамАЗы, Кразы. Мы говорим про 2022 год, да, 2021, 2022. И то есть, какая сейчас техника. Вот, это выход руля. Все. Мне сидеть здесь, то есть, неудобно. Я подвигаюсь ближе, чтобы вот держать руль, потому что при управлении у вас руки должны быть немножко согнуты. То есть это вообще правильно по всем техникам вождения и правилам. Здесь так мне неудобно сидеть. Если я подниму сиденье, то есть у меня воздуха не хватает, ну, я не буду тут это делать. То есть мне руль нужно, чтобы вот он наклонялся, да. Ну, это лично мои такие прихоти, как бы. Все, воздух у меня закончился. В общем, косяков в машине хватает. Вот это, собственно, кнопка разгрузки и кнопка подъема принудительного вот этих вот ленивца. То есть, и здесь эта разгрузка только работает на скорости до 30 км в час. То есть, ну, это ни о чем. Когда я иду на подъем, мне нужна скорость, мне нужно быстро это все сделать, мне нужно разгрузить ленивец и спокойно подниматься в гору. Еще огромный минус в Renault
что вы вес свой не можете смотреть на скорости. То есть я не знаю, это во всех Renault или только в данных конфигурациях в нашей фирме, но когда вы разгоняете больше 15 км в час, у вас пропадает информация о том, какой у вас вес вообще на тягаче. То есть это огромная проблема. Так не должно быть. Вот. Ну, поэтому вот все это я и предъявил. То есть я сказал, что, говорю, у меня не было у меня 3 зимы на Скандинавии, это 4-я. У меня не было ни одного викинга, и я не собираюсь на них попадать из-за вашей фирмы. Вот, это тоже как бы было такой еще ключевой момент, триггер такой. Вот. Водители, которые работают, да, на этих тягачах, они просто каждый раз одевают цепи. Ну, то есть это несерьезная работа для Скандинавии. То есть, и кто работает давно на Скандинавии, он прекрасно поймет, о чем я говорю. Что здесь мы работаем не для того, чтобы одевать каждый раз цепи, а чтобы, ну, цепи ты должен одеть там, ну, там, 5 раз, пускай за зиму, там, ну, там, ладно, 10 раз максимум. Но не каждый раз одевать, зима полгода идет, и каждый день одевать цепи при виде снега. То есть, ну, это несерьезный подход. Почему так? Почему в фирме это неинтересно, и они не собирались мне кто-то что-то слушать и предлагать мне какие-то варианты? Фирме неинтересно брать хорошие, нормальные тягачи, хорошо их комплектовать. То есть они берут самые дешевые тягачи, самые дешевые комплектации. Вот, и им интересно, чтобы водители попадали на викинги, чтобы они слетали, били, потому что потом они высчитывают в них с водителей, то есть в 2 раза больше. За тот же викинг, например, стоит он 500 евро, высчитывают 1000 евро. Вот, ну и так далее. То есть это их политика такая компании. Это насколько я понял. Поэтому им, кто много говорит и много возникает, им такие водители в принципе не нужны, так как им и не нужны опытные водители. В общем, я ни о чем ни капельки не пожалел, и в принципе я себе буду искать условия, которые будут подходить не для работы по Скандинавии. В первую очередь должна быть хорошо подготовленная техника со всем рабочим, с дополнительным освещением, с разгрузочным и подъемным ленивцем полностью, то есть, и я только буду работать в такой компании. Сейчас я, как только у меня что-то будет более-менее уже понятное, видное, то есть заранее ничего не буду говорить, обозначать, куда я пойду работать, в какую фирму, в какую страну. Я буду все делать по порядку. Как только у меня что-то будет готово, я буду об этом сообщать. Вот, чтобы не сглазили, так сказать. Вот. Поэтому поддержите это видео лайком. Кто не подписался, подписывайтесь. Дальше будет интереснее. И впереди у нас еще тоже будет, я у вас уверяю, что у нас впереди будет еще зима, зимние пейзажи. И цепи, я думаю, тоже будут, потому что... Что мне там шлют? Новая регистрация для въезда в Литву. Вот такие дела. Поэтому я думаю, в течение месяца я устроюсь в другую компанию, и мы продолжим с вами работать по Скандинавии. Вот, поэтому все. Всем удачи, пока.